Всем здравствуйте! Вы на канале Profi Review. И сегодня на обзоре у нас конфеты от белорусской кондитерской фабрики «Коммунарка». На обзоре будут два вида конфет. Одни – это разновидность батончиков, другие – это конфеты с фруктовой начинкой и орешками. И также в конце видео вас ждет две секретные конфетные позиции. Поэтому желаю вам приятного просмотра и чтобы вы обязательно досмотрели видео до конца, чтобы увидеть, какие же будут секретные позиции. Также хотела бы сообщить, что после каждого обзора вы сможете увидеть стоимость каждой конфеты за 1 килограмм. Итак, приступим к обзору. Сначала у нас с вами будут на обзоры вот такие вот конфеты с фруктовой начинкой и орешками. Первые три конфеты – это разновидность беловежской пущи с клюквенным пюре, с яблочным пюре и с черничным пюре. И немножечко отличается по своему названию – это с фруктовой начинкой вишня. Теперь давайте рассмотрим чуть более подробнее их описание и состав. Первые три конфеты, они имеют в принципе одинаковый состав, разница только как раз заключается во фруктовой начинке. Итак, что же у нас в этих трех конфетах? На первом месте, конечно же, идет сахар. Далее у нас идет пюре яблочное, где-то пюре клюквенное и где-то пюре черничное. Что уже тоже хорошо, потому что на втором месте идет основной вкус начинки. Далее у нас идет кондитерская глазурь, арахис жареный дробленый, вафли листовые. И, соответственно, далее идет ароматизаторы пюре в соответствии с каждой начинкой. Ну и, соответственно, также есть немножечко пектина для стабилизации самой конфеты. Ну и теперь предлагаю посмотреть, что же внутри у нас состава вишневой конфеты. В составе у нас находится сахар, пюре яблочное, шоколад темный, хлопья овсяные, вафли листовые, арахис жареный дробленый, сокосодержащая основа вишня, ну куда же без нее. Ну и также, соответственно, пектин яблочный. Ну, а теперь предлагаю посмотреть, что же внутри каждой начинки, то есть предлагаю их разрезать и тем самым убедиться, а хороша ли начинка внутри, как нарисовано, допустим, на этих картинках. Первым с вами будем смотреть вот эту конфету с клюквенным пюре. Конфетка выглядит хорошо, никаких проплешинок среди шоколада у нас не видно, это чудесно. Перевернем, посмотрим. И здесь тоже конфетка выглядит чудесно. Давайте же ее скорее разрежем. Режется она хорошо, соответственно, можно предполагать, что она достаточно мягкая. Но посмотрите, сколько в ней начинки. И шоколада много, что тоже хорошо, и начинки тоже много. Достаточно мягкая, видите, сколько много пюре, но даже немножечко выходит, когда на него нажимаешь. Это очень здорово. Конфетка очень радует тем, как, в принципе, изображено на картинке, так у нас и с вами изображено внутри конфетки. Далее давайте рассмотрим вот эту конфетку с яблочным пюре. Мне кажется, что по составу, точнее по тому, как она будет выглядеть внутри, она будет похожа на предыдущую конфетку тоже. Шоколад достаточно хорошо везде покрыт данную конфетку. Здесь с этой стороны тоже все прекрасно. Давайте скорее ее резать. Режется она тоже мягко. В принципе, ничем не отличается от предыдущего экземпляра. Тоже мягкая. Хотя, мне кажется, предыдущая конфетка была чуть помягче. Но в целом неплохо. Следующую мы с вами рассмотрим с черничным пюре.
Конфета также хорошо покрыта шоколадом. С этой стороны тоже. Какой от нее аромат идет. От первых двух конфет такого аромата не было сладенького. А здесь прям чувствуется аромат черничного пюре. Смотрите, какая красота. Ох, как здорово, какой приятный хруст в вафле. Ну, я считаю, что достойные конфеты с достойной начинкой, это на самом деле очень здорово. Ну и давайте рассмотрим следующую конфетку из этой серии у нас. Это вишенка. Конфетка тоже неплохо. Шоколадом полита, есть небольшие, конечно, здесь проплешинки, но я думаю, что ничего страшного в этом нет. Здесь конфетка тоже хорошо полита шоколадом. Давайте ее резать. Режется она чуть-чуть потруднее, чем предыдущие конфеты. И вот так она у нас выглядит. Начинки тоже много. Это очень здорово, но мне кажется, здесь чуть меньше шоколада, чем у предыдущих конфет. Вы можете отмотать назад и посмотреть, сколько было шоколада у предыдущих конфет. Здесь, мне кажется, чуть поменьше. Конфетка хрустит, но мне кажется, она чуть-чуть пожестче, чем предыдущий вариант. В целом, на этом обзор именно по поводу конфет с фруктовой начинкой, орешками, ну и вафлями закончен. Приступаем к следующему пункту. Это конфеты-батончики. И вот наша с вами следующая позиция. Это батончики, также белорусской фирмы Коммунарка. У нас батончики со вкусом шоколада, сливочный батончик и батончик трюфель. И давайте теперь рассмотрим чуть поподробнее про них. Значит, у нас в шоколадном батончике состав такой. На первом месте также идет сахар, дальше идет жир кондитерский, молоко сухое обезжиренное, какао-порошок, арахис жареный, шоколад темный и ароматизатор ванильный. Думаю, что прекрасный тоже хороший состав, достаточно даже аппетитный. Смотрим, что у нас с вами дальше. Дальше у нас с вами будет молочный сливочный батончик. Он у нас сделан на основе сухих сливок с нотой жареного арахиса. И внутри на первом месте, конечно же, сахарная пудра. Далее сыворотка молочная сухая, арахис жареный, жир кондитерский, сливки сухие, а также ароматизатор, также ваниль. Ну и давайте посмотрим, что же у нас внутри батончика трюфель. Достаточно необычная конфетка, скоро вы знаете почему. И эта конфетка у нас со сниженной сладостью, большим содержанием какао и алкогольной основой. Давайте рассмотрим, что же внутри. Внутри у нас сахар, жир кондитерский, какао-порошок, сливки сухие, сыворотка молочная сухая, кокосовое масло, ну а также ароматизатор трюфель. Ну и предлагаю посмотреть, что же у нас идет внутри с вами каждой конфеты. Ну и давайте будем начинать по порядку, как с вами рассказывали про шоколадную конфету батончик. Также давайте так и начнем. Вот так выглядит батончик. Достаточно аппетитный. Пахнет замечательно орешком. Супер. Давайте его разрежем. Внутри он выглядит вот таким образом. То есть, в принципе, ничего такого нет. Это стандартный батончик. Аромат арахиса просто сводит с ума. Далее у нас с вами сливочная конфетка. Приятного, красивого такого сливочного молочного цвета. Ну и в принципе там тоже нет никакой такой начинки, просто хороший
батончик. Плотненький такой. Видите, не крошится в руках. Замечательно. И следующий у нас с вами это трюфель. Какой прекрасный темный шоколад. Внутри тоже немножко так плотный батончик. Достаточно плотный, не крошится в руках. Вот и весь обзор на батончики фирмы Коммунарка. Приступаем с вами теперь к секретным конфеткам. И прежде чем мы с вами приступим к секретной позиции, если вам понравился такой формат видео, мне будет очень приятно, если вы поддержите меня своим лайком и подпиской. Ну и давайте начнем. У нас первая секретная конфетка. Это будут вот такие вот необычные конфеты от Коммунарки со вкусом Кока-Колы. Вот такие конфетки. Со вкусом Кока-Колы. Итак, прежде чем мы с вами откроем конфету, разрежем ее и посмотрим, как она выглядит внутри, давайте изучим, что же у нас в составе. И в составе на первом месте у нас идет патока и сахар. Далее идет глазурь кондитерская, какао, масло ши, какао-порошок, сливки сухие, немножко Е-компонентов, соль поваренная пищевая, а также ароматизатор ванильный, ароматизатор Кока-Колы. Ну, я думаю, что с полным составом вы всегда можете ознакомиться на самой конфете. Здесь я просто вам озвучила основной состав, который в нее входит. Ну и давайте посмотрим, что же у нас с вами именно внутри по виду. Давайте откроем. Вот так выглядит конфетка. Маленькая, кругленькая и мягкая. Давайте скорее резать. Она очень мягкая. Очень много в ней, если вы обратите внимание, даже на ноже осталось очень много начинки. И вот как она выглядит. Видите? Ой, какой аромат Кока-Колы сразу. Как будто кто-то открыл рядом Кока-Колу. Это здорово. Надеюсь, они все такие же прекрасные и жидкие. Видите, сколько начинки? Это здорово. И сейчас у нас заключительная позиция секретная. Очень необычная по виду. Я думаю, что сейчас вы со мной согласитесь, когда увидите данную конфетку. Хотя, в принципе, конфетка-то ее очень тяжело назвать. Итак, вашему вниманию. Та-дан! Неплохая конфетка. Мишка косолапый. Мишка на поляне. Конфетка «Аж держи двумя руками» называется. Вы посмотрите, какая она огромная, какая она большая. Это же просто что-то с чем-то. Ну и давайте тогда начнем поподробнее. Внутри этой конфеты у нас находится шоколадная глазурь на первом месте. Далее идет сахар, ядро миндальное, жареное дробленое, а также какао-масло, вафельный лист, какао терто и ароматизатор ваниль. Ну, как я думаю, что мы сегодня с вами по обзору заметили, ароматизатор ваниль, а также жареные орешки и вафельный лист в принципе преобладал в большинстве наших конфет, кроме, наверное, батончиков. Там не было вафельного листа. Ну и, наверное, да, дробленых орешков. В остальном все они у нас по составу более-менее похожи. Ну и давайте скорее эту красавицу вскрывать. Какая огромная.
Вот какая у нас конфетка большая. Шоколад лежит, в принципе, ровно, без каких-либо проплешин начинки внутри. Давайте ее перевернем. Здесь то же самое, все ровно. Смотрите, какая хорошая конфета. Большая. Ну и давайте скорее смотреть, что же у нее внутри. Оп. Ох, какая красота! Вы посмотрите только, сколько шоколада, сколько вафлей и сколько начинки. Ну это же просто здорово! Это просто фантастика. Пахнет она потрясающе. Замечательный вид вафли, достаточно ее много, большая начиночка, очень много шоколада. Слышите, как хрустит вафля? Ох, это здорово! Ну, а на этой вот конфете мы с вами заканчиваем сегодняшний наш обзор. Как еще раз сообщу, если вам такой формат понравился, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, и я буду вам признательна, если вы в комментариях напишите, какой следующий обзор мне сделать. Немножечко подкиньте мне идей, вдруг что-то будет интересное, и я с удовольствием это сниму. Спасибо вам большое, что были со мной. Всего доброго. До свидания.